Еще раз всем доброй ночи, друзья мои. Дело в том, что в каждом учреждении, в каждом университете, школе есть определенная сила, дух. Слышали такое, да, призрак оперы? Так вот, в каждом заведении есть своя сила, которая охраняет все, что там находится, и людей, и обстановку. Я помню, что у нас в университете я тогда не всерьез принимала, но оставляли духу университетскому. Студенты что-то оставляли, чтобы у них экзамены хорошо сдавались, и сессия прошла удачно. Так вот, в школе тоже есть определенный дух. Во-первых, столько энергии, которая уходит от детей в этой школе. Во-вторых, там очень высокие материи, и там обязательно есть свой дух-хранитель школы. Он обитает в окнах, в дверях. Он помогает кому-то подняться вверх, а если кто-то ему не понравился, он давит и не дает ему стать лидером, не дает ему чего-либо достичь. Он дает любовь учителей ученику, который им нравится, и наоборот, презрение, неуважение к ученику, который им не нравится. Так вот, как умилостивить эту силу, чтобы ребенок хорошо сдавал экзамены, чтобы подростки там, друзья, не гнобили вдруг, чтобы не было конфликтов с учителями, чтобы его любили, чтобы везде приглашали, чтобы всюду он был первый, изначальный и так далее. Берете серый мак кондитерский, сыпьте на какую-нибудь тарелку, ставите красную свечу. Говорите этот заговор 7 раз, потом незаметно посыпьте в карман своему ребенку. Можете в карман, можете в сумку школьную, но так, чтобы он не заметил. Ну, даже если он заметит, ничего он не поймет. В любом случае, вы через этот маг сохраняйте свою связь с тем духом, который обитает в школе. И в скором времени вы заметите, что ваш ребенок начнет лучше учиться, что ему будет приятно идти в школу, что если подростки его гнобят, они перестанут. Если учителя недовольны, они начнут его хвалить и так далее. Вы поможете своему ребенку почувствовать себя лидером и лучшим. И не говорите ему никогда этот секрет. Пусть он не знает, почему вдруг резко, ни с того ни с сего его начали любить, уважать и прочее, прочее. Это применялось и к моему сыну, когда в той школе, где он учился, отношение было учительницы, классной руководительницы не очень к нему. Я его перевела в другую школу и, естественно, попросила это провести дома. Отлично, все прекрасно, он везде участвует, везде ходит, у него самооценка повысилась и прочее. Итак, 7 раз на кондитерский мак ставим красную свечу, читаем и незаметно сыпем ребенку в сумку, в карманы. Время от времени обновляйте это. Есть храм науки. В том храме дух наук. Ты обитаешь в дверях и окнах. Ты властвуешь в доме знаний, даруешь славу ученого, отрокам. Через маг узнай меня и мою просьбу. Прошу у тебя для сына моего или дочери любви учителей, верности друзей, чтобы быть впереди, гордо знамя наук нести. Дух, обитающий в школе, исполни просьбу вскоре. Все князья да бояре, а он один царь среди них. Через маг заклинаю, что хочу, то получаю. Заклято. Еще раз, на маг кондитерский читаем 7 раз, сыпем в карманы или в сумку ребенку. В скором времени его успеваемость повысится, и вы не нарадуетесь, успокоитесь, конфликты загладятся. Время от времени повторяйте. Можно раз в месяц это делать и поддерживать его это состояние высокого полета. Удачи вам и вашим детям.